Блин, чуть не пристрелил меня. Мишка, выходи. Только не сзади. О, нифига себе, откуда он упал? Вы видели? Эй! Ёпта. Ух, сколько вас тут набежало, а? Ёлки-моталки, эх, какие сочненькие. Тут никого. О, скелет. Я же говорю, тут где-то... Я же говорю, где-то кто-то есть. Ребята, привет, с вами Феникс. Это снова наш Дейз, мы снова в Черноруссии. И это новый сервер. На Дейзе был вайп. Мы сейчас находимся на одном из секретных, уникальных серверов. PvE серверов. Ну и что же, то, что я вам обещал. Посмотрите прошлые серии, я вам обещал интересный новый сервер. Самое интересное, что найти вы его не сможете, если вам не дадут IP. Потому как даже называется он чисто по Discord ссылке в поиске. Его найти, ну, это практически нереальное занятие. Только по IP сможете найти. Мы сейчас на одном из трейдов на алтаре. Что же в этом сервере уникального, я вам расскажу по ходу дела. Сейчас мы поедем с вами, кстати, это моя машина, я уже залутанный слегка. После вайпа настраивали несколько дней сервер, и очень активненько я играл эти дни. Соответственно, здесь уже есть машинка у меня, вот она. Вот такой у нас есть Хаммер. Можете посмотреть, где, да, UA Days PvE. Поищите, может быть, получится что-то такое найти, но навряд ли. Сейчас мы едем с вами в горку. Наша задача будет залутать больничку и полутаться по горке. Потом мы съездим на базу. У меня уже здесь есть база. Да, потратили кучу времени с тиммейтом, с моим машинистом, и построили уже первый этаж, скажем так, на базе. Так, погнали потихонечку, как обычно, выключаем звук. Полетели. Ну, как вам машинки на сервере? Чем уникален данный сервер, пока я еду, давайте вам немножко расскажу. Вообще, админ, конечно же, молодчага. Сервер сделан не для заработка денег, скажем так. Сервер сделан как фановый, как для своих, да, для игры. Для отдыха, для релакса. Здесь нету мутантов, но здесь есть мумии и скелеты, мод на это. Отличные возможности для строительства базы. Просто база 6 на 6, можно построить и более. Еще по квадратам, там в зависимости от количества людей, сколько играют и все тому подобное. На сервере есть две валюты, это гривны и доллары. Как бы заработать первоначальные деньги, да, можно быстро довольно на машину, выращивая там овощи, либо занимаясь охотой. Ну, есть свои тонкости, есть свои нюансы. Обо всем этим расскажем по порядку. Довольно легко, но какие-то топовые вещи, топовая там винтовка. Вот такой вот Хаммер, на котором я еду, он стоит 900 тысяч долларов. То есть заработок в долларах здесь гораздо тяжелее. Я все покажу и расскажу вам. Думаю, сервером очень зайдет. Единственный минус, да, слегка, как правило, подлагивает в крупных городах, но это Дейз. Когда в Дейзе что-то не лагало, ребят, когда такое было, это был бы не Дейз, не наш любимый DayZ Standalone. Так, ну что, сразу говорю, PvE-шный сервер, поэтому тра-та-та будет довольно много, но нельзя убивать других игроков. Соответственно, разлутывать тоже нельзя. Будете просить, уверен, ссылочку, будете спрашивать, как же сервак называется. Ребят, я спрошу у админа, можно ли это дело отдавать, потому как количество ограничено. Так, я пока медицину собираю. Хотя обратите внимание, видите, инъектор для лечения переломов, ребятки. Видите, это еще одна из уникальных вещей.
Тут есть инъекторы от всего. Лечение переломов, холера, ну масса всего. Адреналинчик. Медицину всю собираем. Поинтересуюсь, если админ не против, потому что вы начали переходить. Инъектор антител Куру, ребята. Это такого еще не видели, я уверен, ни на одном из серверов. Если видели, пишите в комментариях, на каком сервере, может быть, его тоже мы рассмотрим и посмотрим. И еще одна фишка уникального этого сервера, довольно старый, но забытый мод, это обыск предметов, мебели, инвентаря. Ну, инвентаря в смысле не своего, а тот, который нас окружает. Вот мы сейчас обыскиваем холодильник, видите, что-то есть. Оп, мы нашли книжку, Библия. Библия, кстати, довольно дорогая книга, стоит в районе десятки. Поэтому, кстати, спавнится она возле церквей и только у попов. По поводу попов, и кому интересно, можете глянуть прошлые серии, там, где мы играли на сервере, где были бронированные попы. Сервер интересен тем, что здесь есть чем заниматься, если ты любишь ПВЕ. Рыбалка, копчение рыбы, высаживание огорода, бункера. Есть бункеры, где находятся торговцы уникальные, есть бункеры, где находится лут уникальный, куча газа. Есть один момент, что-то мы нашли, мишку нашли. Есть у нас куча квестов, есть рация, которая включает, там отключает видимость квестов, но я сейчас ее отключил, так как по рации меня будет слышать куча народу, будем, возможно, кому-то мешать, поэтому пока рация отключена. Я сегодня покажу самые-самые азы, самые основы. Да, как видите, лута довольно много, но не обманывайте себя, что это сервер очень легкий. Да, первоначальный лут, самый первоначальный вы найдете без проблем. Но как только вы доберетесь до какого-то уникального оружия, например, ну, это не уникальное оружие, но бывает как бы не везде, да. Это вот Баррет у меня. У него 50-е патроны, 50-й калибр. Этот калибр вы сможете купить у торговца оружием, но нюанс в том, что количество патронов, которые продаются, они ограничены. Говорится, кто первый приехал, купил, того и тапки. Они спавнятся через какое-то определенное время, определенное очень небольшое количество. Поэтому приходится, как говорится, изловчиться и периодически мотаться к торговцу оружием, продавать, покупать. Так. И тут очень много интересных модов. Наверное, в следующей серии мы будем уже обставлять нашу базу. Посмотрите, тут куча верстаков для ремонта, швейные верстаки есть, верстак, соответственно, ББПшный для строительства модовского. То есть все это здесь присутствует. Я рекомендую данный сервак к прохождению, к игре, как ПВЕ, один из лучших, наверное, ПВЕ серверов. Если вы любите именно такую ламповую игру, ламповую атмосферу, отличная комьюнити, это тогда вам сюда. Здесь очень классная комьюнити. Просто если вы в голосовых побываете в каналах и посмотрите, что к чему, так, пошли зомбари, вы увидите, как тут прикольно. То есть однозначно рекомендован. Минусы есть небольшие, но они очень небольшие по сравнению с теми плюсами той атмосферы. Кажется, сервак легкий поначалу, так кажется. Сервер якобы легкий, да, и вы быстренько все собираете, но это прям на самом-самом старте. Самая базовая медицина. К примеру, если брать медицину, для того, чтобы пойти там газ-радейка, вам нужен противогаз. Соответственно, вам нужен фильтр, вам нужно его заправлять, нужен уголь, а уголь купить нельзя, его можно только найти. То есть надо обшаривать все это в поисках угля и постепенно наполнять свои фильтры. Ну, также фильтры бывают на бункере и все тому подобное. Также куча разных сейфов, шкафов уникальных. Везде побываем, все посмотрим. Мы здесь не на одну серию заходим. Короче, будем здесь, пока нам не надоест. Как показывает практика, нам надоедает довольно долго мы играем перед тем, как меняем сервера. Там 10-15 серий. А этот сервер, я думаю, нас затянул гораздо подольше. Ну, посмотрим.
Опять-таки, ссылочку я оставлю. Но если разрешит это сделать мне админ данного сервера. Потому как количество мест довольно ограничено. Ну вы же ломанетесь потом сразу на сервак и просто его положите. Поэтому посмотрим. Посмотрим, что и как. Так, сигаретки, сигаретки. Сигаретка, спичка, коробок. Погнали, посмотрим. И еще раз хочу сказать тем умникам, которые говорят, а почему же ты из Украины говоришь на русском языке? Ребятки, если я буду говорить на украинском языке, вы будете меня понимать через слово. А так как вы видите, довольно много я разговариваю в своих сериях, то, соответственно, серии будут контента на час, а разговоров на 3, понимаете? Буду я как Микола Янович Азіров с вами спілкуватися. Притом, нас смотрят много, из Казахстана народу очень много смотрит. Поэтому... Так, что у нас интересного? Оп. Показалось. На удивление, кстати, у меня по аудитории, у меня Казахстан, это получается вторые. Вторые после Украина, Казахстан. Поэтому, ребятки, для всех. Контент для всех у нас. Так. Угу. Ну что ж. Наша задача еще сбегать на лесопилочку. Так как нам много-много надо строиться, нужно еще много нам строительных материалов. Надо посмотреть там, что и как. Лутаться. Я не буду везде прям бегать, прям лутаться, каждую щель облутывать. Потому что если это делать, можно неделями, просто не выходя, находиться в одной деревне. И по кругу просто нон-стопом все лутать. Мы будем с вами смотреть. Много. Лутать так себе. И еще интересный нюанс данного сервака, где я не бегал. Практически нигде такое не встречал. Это, по-моему, второй только сервер, где такое встречаю. Это когда зомби спавнятся повсеместно по... О, гитара. Возьмем гитару, не знаю зачем. Потом как-нибудь сыграем. Да. Так, никого больше? Пока тишина. Да, пока тишина. Тут повсеместно спавнятся зомби. В лесах, в полях, просто... Вот эти деньги валяются, то же самое в зомбарях. Надо их обыскивать. Но опять, когда у вас появится минимальная база, какая-то элементарная, как только у вас появится возможность выращивать овощи и продавать, у вас необходимость обыскивать трупы в поиске этих копеек, она пропадет. Вы будете обыскивать трупы в поиске карточек доступа, ключей, отмычек, монтировок, какого-то уникального лута, который вам нужен будет для открытия уникальных каких-то предметов поиска. То есть для открытия сейфов, для открытия чемоданов, ну и всякого тому подобное. Вы это еще все увидите. Точильные камни тоже на многих серверах нельзя достать. Здесь они продаются, они довольно дешевые. Они используются тут для крафта, для ремонта. Ну, короче, будете все на это смотреть. Так, ну что ж, горочка, что я разошелся. Целый вам монолог тут прочитал о пользе этого сервера. Сервер прикольный, рекомендую. Так сказать, от меня полнейший рекомендацион. Текст и обыскать надо этого чувачка. Тут эти падают хелики, и к многим хеликам, прям очень к многим, прилетает газ и радейка. Поэтому вы очень аккуратно. Блин, как-то он заспавнился странно. Там вот еще... А, уже бегит. Бегить. Так, где ты, дружище? Я хотел тебя обыскать. Никого. Прикол в том, что прилетает ракета
Соответственно, заражает. И прикол еще один в том, что тут газ невидимый. Если на многих серверах светло-зелененькое все, да? Да. Так. Тихо, 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 чуть-чуть. Эй, ёпта. Ух, сколько вас тут набежало, а? Ёлки-моталки, эх, какие сочненькие. Что они кого-то съели, а? Разноцветные какие все. Бабушка. Привет. Медики. Ты косой, а? Медики, я там ходил, вас никого ж не было. А что такое? Все? Желающих больше нет? Давайте, наверное, залутаем. В первую очередь надо залутать нам попа. Посмотреть, что у него есть. Я думал, Библия будет. Полицейских, у них бывают там карточки, иногда проскакивают ключи. Я так уже одни ключи нашел. Нет, тут нету. Но самое интересное, это то, что можно продавать у торговца еще коллекционер. Когда мы убиваем мумий, у них бывают черепа. Там, мумии, скелеты, там, у них бывают черепа. Они очень хорошо стоят у коллекционера. Они бывают золотые и бывают серебряные. Очень хорошо стоят. Сейчас покажу даже. Вот, золотые черепа. Ну, и посмотрим. Куча разных других еще фишек. Хорошая фишка есть с дублением шкур. То же самое. Снимаете шкуру, дубите, продаете. Продаете у охотника, получаете уже доллары. То есть можно поохотиться. Как заработать, говорится, доллары, когда у тебя нету классного оружия, когда ты не можешь вообще ничего делать. Просто нужно поохотиться, убить там живность, либо снять шкуру с того же, может, даже зомби. Купить просто-напросто за гривны. А елки-палки, ну что ты не хочешь? Купить. Никто тут не проехал, меня тут не раскатали. Купить, получается, за гривны известь, задубить шкуру и сшить себе рюкзачок. Этот рюкзак отнести потом к охотнику. К охотнику, к охотнику. К охотнику относим, продаем, получаем первые доллары. Да что ж такое? Так. Как они тут меня... Набежали, наехали, а? Я вообще хотел заскочить, посмотреть, что у нас в полицейском участке есть. В плане, может быть, найдется тут что-то полезное. Так, обшарить. Меня интересуют разные ключи доступа там и прочее. Где-то у меня находил ключ, у меня есть. Вот. Что-то есть. Не, всякое такое вооружение мы пока не собираем. Где-то у меня тут был ключик один. Сейчас, один момент, ребятки, найду. Есть у нас отмычка, кстати. Есть отмычка, может, что-то найдем полезное. Есть отмычка, и у нас еще есть. Где-то был ключ. У меня куча всякого хлама, куча денег. Надо все это будет отнести еще на трейд. Это был я его оставить на трейде. Да, ключей у меня, наверное, нет все-таки. Ладно. Думал, есть ключи. Ну, отмычка есть, уже что-то. Так. Есть, кстати, еще кошелек, чтобы все деньги собирать. Но по слотам у меня уже более-менее. Я говорю, я очень активно играл в течение нескольких дней последних. На этом сервере. Пока его там немножко подшаманили. После вайпа. Кто не знает, что такое у нас вайп, это у нас обновление карты,
разгрузка, обновление в смысле то, что новое, а мы разгружаем от построек, от лута, который для того, чтобы это все дело обнулять. То есть все это дело убирается. И потом мы бегаем голопопиком, без базы, без машины. Ну, есть возможность, то есть сохранить частично. Донатные машины, если у кого-то есть. Я такое думаю есть. Но у нас машины не донатные. Тут я еще раз говорю, сервер сделан не для заработка денег администрации. Кстати, есть кошелек, в который можно положить деньжат чуток. 1000, вот 1000. Еще сюда. Уже не хочет ложиться, я понял. 500-ки, 200-ки. Полтинники. Все, больше нет таких купюр. А вот двушечки есть, да? Двушки есть. А, тут еще у меня кошельков, тут, конечно, понаходил. Дурака в фантиках, ну ладно. Так. Что ж, мы сюда пришли в поисках каких-то ключей, возможно, каких-то, может быть, ящиков. Что-нибудь поищем. Того, чего нельзя купить. Ключи, кстати, можно приобрести на тюрьме. Обязательно с тиммейтом съездим, вы тоже посмотрите, как чего там к чему. Фонарик универсал не надо. И там, может быть, даже что-нибудь прикупим. Какие-нибудь ключики. Карточки доступа. То есть тут довольно много уникального контента. Играть можно с интересом, играть можно с компаниями. Искать, возможно, даже себе какие-то вот компании новые для игры. Все тут это делается. Тут ничего. О, можно обшарить. И самое интересное, что на сервере не супер много народу, но он так заходит равномерно. То есть я вчера в 3 часа ночи, получает, ну сегодня, да, в 3 часа ночи был на сервере, и тут еще было 8 человек на минут в 3 часа ночи. И это более-менее такое регулярно проходит. Тут есть кому помочь и в 3 ночи, есть кому помочь и днем, разлутать, подвести, привести. Такое тут тоже бывает, взаимопомощь, кажется, присутствует. Угу. Так, ладно, не буду сильно, прям очень сильно все обшаривать, иначе это будет очень надолго растянется по времени. Да, давайте так посмотрим, что у нас тут интересного. Ничего нету. Чуток пошаримся. И сейчас отсюда поедем, наверное, есть. Съездим на замок. Тут мумии, скелеты, они у нас на замках, либо на тюрьме. Это по желанию. Сейчас поедем на замок и покажу вам, что такое у нас мумии. Да, и убиваются они 50-м калибром. Заодно сейчас заскочу по дороге к нам на базу. Покажу то, что мы тут наваяли по поводу нашей базы. Ну, вы еще не раз ее увидите, 100%. Да, тут посмотрели, в горке вроде бы ничего такого особо нету. А, единственное, я в горке сейчас еще заскочу в одну точку, где у нас находится пилорама. Посмотреть палету. Вон она. Посмотреть быстренько, на палета есть или нет. Угу. Кстати, дайте я посмотрю, может быть, вам... Да, тут, видите, на карте не отображаются ни продавцы, не отображаются ни какие-то квесты, которые проходят. Вот я нахожусь горка, теперь берем с вами рацию, врубаем ее, кинули обратно включенную. Но единственное, смотрите, вас тут слышат в большом радиусе все, о чем вы говорите. Отключайте всегда рацию, когда вы там прошли, нашли, там, посмотрели то, что вам нужно, чтобы другие вас меньше засорять эфир, меньше вас слышали. Включаем карту. Видите, торговая зона появилась. Раз. Грабежники, грабители, то есть. 2. Рыбалка появилась. 3. Бунт в тюрьме появился. 4. То, что мы видим. Радиационные зоны.
То есть, где хелики падают, есть видно. Вот, торговец хочет шкуру волка, к примеру, за бабки покупает. Здесь еще большая зона радейка. Коллекционер. Продажа авто. Ну, как бы очень много всего. Еще радиационная зона, видите, тут там бункер находится. Много всяких интересностей. Еще плюс ко всему, когда ближе подходим к точкам, да, там хеликраш, к примеру, упал. Смотрим, у вас появился хелик на карте, место падения. И если там есть радиационное заражение, если уже к хелику подошли, к примеру, упала ракета и появилась радейка, то вам видно то, что да, там радиация, как бы ай-яй-яй, ой-ой-ой, и не подходите близко. Грибочек потом съедим. Если у вас будет большая полевая радиостанция, ну я если не покупал, не сторонник такого, то у вас как бы будет обзор полной карты всех вот этих мест. Но для этого надо таскать с собой эту радиостанцию. А так вот вы бегаете, у вас определенный радиус не сильно большой, ну и не маленький, где отображается... Оп, ничего нету. Так, о, есть палета. Палета с досочками есть, посмотрим. Ладно, не буду загадывать. Может быть, приеду и еще... Тихо. Так, вторая палета. 2 палеты, ребятки. 2 палеты с досками. Я потом приеду... Ой, ля запала. Сейчас, один момент. Дайте. Выпью воды, но сейчас засохну. Ой, красота. Спасибо за терпение и за понимание. Потому что с вами разговариваю, захотелось воды. Так, ну все, скажу, что ты бегаешь, фигней занимайся? Поехали на мумии смотреть, поехали. А я вам скажу, поехали. Сейчас бегом до машины топаем. Едем, смотрим мумий. Едем потом к нам на базу. А и плюс какой, тут бесконечная стамина. Можно пробежаться, запрыгнуть, залезть и выжить. Лутаться будем много, бегать будем много, по бункерам будем кататься часто. Особенно в районе Красного Става, там классный бункер есть. Мотаться будем коллекционерам к различным, мотаться будем продавать вооружение, оружие. То есть задача какая? Задача построить классную базу для того, чтобы там зарабатывать на копчении рыбы. Тут есть коптильня, ловим рыбу. Соответственно, туда в коптильню раскинули, прокоптили рыбку, отвезли, продали охотнику, получили доллары. Вот это одна из таких задач очень-очень важных. Продажа оружия тоже задачка та еще. То есть залутали какой-то бункер, насобирали кучу оружия и его продали. Там знамя гонится. Ага, правильно я сделал, то что я залез. Участковый прибежал. Угу. О, опять медиков набежало. И тут очень быстро переспавниваются зомби. Так, полиция. Нет, это скорая помощь. Опа, еще один Кент. Кентуха. Да, тут зомби, кстати, могут сбивать. Ну, здесь далеко, как бы, я нахожусь. А если вплотную к вам подойдут, могут стукнуть, даже сбить. Уже у нас такое было. Так, есть. Все, я надеюсь. Он там поп ходит, попа еще грохнем. Не смотрю, не обыскиваю, потому как мы сейчас бегаем в районе. Есть один такой прикольный минус. То, что если вы ударили прикладом зомби, к примеру, не убили, к нему может примагнититься оружие, и он может убежать с вашим оружием. Поэтому будьте, если будете играть на сервере, на этом осторожны в этом плане.
Вот такой вот момент. О, Библия, видите, ну, неплохо. Вот такой вот момент, то что зомби вас могут проще, просто говоря, ограбить. Оно вам нафиг это не надо. За место полтора, который стукнул и украл. Тут зомби, если ты ударил. Так, поехали. Тут недалеко есть замок. Если его никто еще не залутал. Ну, как таковой лут в нем так себе. Там кольчуги и прочее. Нас интересует обитатели этого замка. Их немного. Их несколько штук всего. Но нам-то много и не надо. Тачки не руинятся, но переворачиваются, как говорится, подкидываете ключом, ну, все как на других серваках. То есть тут все по классике. Сейчас проедемся в один из замков, и там рядом с замком находится наша база. Да, посмотрите. Посмотрите первый этаж. Ух ты ё. Ну, не без лагов, ребятки, не без лагов. Да, к сожалению, так. Ну, кстати, вот почему я езжу на Хаммере. Это не ванильный Хаммер, это за доллары покупается, который продавца авто. Как бы модовский, да, получается, Хаммер. Этот Хаммер наименьше лагает и наиболее управляемый из всех транспортных средств на этом сервере, который мы вот катались, проверяли, тестировали. Пока вот почему-то так вот сложилось, что конкретно у этого Хаммера меньше всего. По народу играет довольно много. Как видите, вот можете посмотреть, сейчас народу порядка 10 человек. Практически все, кого я вижу, это постоянные игроки. Вот сейчас, которые здесь сидят. К вечеру количество увеличивается там, до 2 десятков, иногда даже ближе к 3 десяткам народу, поэтому сервер очень живой. И вот я, как уже говорил, сейчас там человек 10-12, да, играет, а вечером, ну, ночером, да, то же самое, плюс-минус играет 8-9 человек. Поэтому, можно сказать, онлайн примерно 15-25, вот такой вот стабильный. Вы не будете там перегружены, не будет вас постоянно лагать, но и не будете скучать, когда вам даже не с кем поговорить, скажем так. Так, ну вон зомбари гуляют. Ну что ж, сейчас пробежимся, посмотрим. Мумии нам дают мозги, которые можем продать, дают тряпки, ну, да, чем обмотаны мумии, да, это тоже можно добро продать. Скелеты нам дают мозги, которые можно продать, и все они дают черепа. Черепа бывают у нас золотые, как вы уже видели, и бывают у нас с вами серебряные. Так, давайте подъедем, посмотрим сейчас. Пока я не вижу никого, потому как они уже бывают вот здесь вот начинают шастать. Вот здесь бывают, начинают шастать. Главное, что только тут не постреляли их всех до нашего приезда. Я пока не вижу никого. Сейчас посмотрим. Сейчас, ребятки, посмотрим. Давайте вылезу на машину. Ну, вылазь. Ладно, есть другая точка. Оп, вот сюда можно вылезти. Так, это обычный зомби. Нас интересует не он. Нас интересуют те, для кого 50-й калибр нужен. Я где-то их слышу, но я их не вижу. Давайте вот так поделаю еще. Ага. Мне послышалось, или где-то все-таки кто-то кряхтел? На крыше нет нигде.
Не пойму я. А, вон кто-то бежит. Ну, это обычный. Кто-то тут все-таки уже приезжал до меня, видите? Остались только обычные зомбари. Остались только обычные зомбари. Ой, еще зомбарь прибежал. Сюда беги, сюда беги. По идее, если вдруг у нас есть здесь еще мумии и скелеты, ну, по идее, должны были же прибежать. Так, что у нас по одежде? Все зашито, все нормально. Если вдруг меня ударят, ничего не заруинят. Ну, буду надеяться, что нормально все будет. А ну-ка. Тут никого? А, скелет! Я же говорю, тут где-то... Я же говорю, где-то кто-то есть. Вот, ребята, вот так вот выглядят скелеты. Все? Ну, да, пока ведь все. Сейчас, наверное, зайдем вовнутрь, закроемся. И, наверное, здесь сейчас попытаемся его разлутать. Так, давайте посмотрим сперва, может, что-нибудь хорошее есть. Ага, это не у него. Не, пусто, у него пусто, можно снимать. Они выпадают рандомно, не у всех эти черепа. Значит, можно его разделать, забрать мозги у него. Если они у него, конечно, есть. Ну, мозг скелета есть, да. Так, по идее. Возле машины никого. Это очень странно, потому как они обычно... Он не один. Их тут 3-4 скелета обычно, пару мумий. Очень странно. И в лесу я не вижу никого. Ну, возможно, кто приезжал, подзачистили. Всякие скелеты и прочее, они дольше спавнятся, чем обычные зомбари. Обычные зомби, может, заспавнились уже, знаете, а основные мысливцы, они не нужны. Никого, да? Давайте еще в замок заскочу. Одним, так сказать, глазком. Потому что они такие довольно шустрые, ребята. Они бегают очень активно. Хотел вам показать, но сейчас оказалась не судьба. Да, пусто, ничего тут нету. Бывают кольчуги, бывают мечи. То же самое их скупают. Но самое вкусное это вот были бы черепа. Но черепов у нас, к сожалению, тут нет сейчас. Ладно, садимся. К сожалению, только один, да, был? Ну ничего, ладно. Стоять. Так, задом выезжаем. Задом, осторожно. Мы тут недалеко живем. Сейчас к нам заскочим на базу. А там еще и прокатимся дальше. Отлично. Думаю, сгоняем сегодня еще, может, какой-нибудь с вами или на военочку где-то заедем, или заскочим еще куда-нибудь на замок какой-нибудь. Так, я вырубаю эту жужжалку. Оно было вам поинтереснее все это. И сейчас чухаем к нам на базу. Посмотрите, где наш дом, милый дом. Тут же прикол в том, что где бы вы ни жили, всегда возле вас спавнятся зомбари. И рано или поздно вы выйдете где-нибудь что-нибудь посадить там у себя в огороде, если у вас нет забора. И к вам придет какой-нибудь дедушка, бабушка, батюшка, ну и даст вам звездюлей.
Так что всегда, когда строите базу, обносите ее забором, либо делайте так, чтобы не было возможности вас побить. Так, ребятки, это вот первый этаж нашей базы. База будет у нас двухэтажная. Она у нас такая с заездиком. В следующей серии, кстати, мы ее будем обставлять, наверное. Расставлять все. Сим-Сим, откройся. Как видите, можно заехать. Давайте я сейчас заеду. Оп. Сейчас заезжаем к нам. Потихоньку, полегоньку. Ой, сорян, на первой надо было. Не спеша. Поехали, поехали. Оп. Металлический пол, сквозной заезд. Но все по уму. Если машину придется мыть, вдруг, или кровь смывать с машины будем, чтобы был пол не бревенчатый, а металл, все в металле. Здесь как бы еще один выход есть. Оп. Сюда заехали, сюда выехали, или наоборот. Вот наши две палатки, вот наш маленький огородик пока стоит. Ну, вот наш флаг стоит. Ну, все как обычно, ребятки. Заехали, закрыли за собой это добро. Пока еще не обустроено вообще ничего. Буквально вчера тут кое-что достраивали еще. Вот коптильня, которую я вам говорил, будем коптить. Смотрите, тут висит у нас сальца. Можно, кстати, взять, перекусить сейчас чего-нибудь такого. Оп. Мы будем переносить все. Это у нас верстак для ремонта. Есть вот такой вот верстак для ремонта. Ну, стол ББП все знают. Это верстак для хранения. Сейчас я вам покажу, как мы смотримся с высоты второго этажа. Здесь будут наши комнаты. Одна комната будет здесь, вторая будет комнатка здесь. Здесь у нас будет балкон, антенны торчат. Здесь будет балкончик такой, вот будем любоваться, отстреливать зомби. Тут олени спавнятся рядом. Зомби и оленей будем отстреливать. И сделаем так по периметру, чтобы можно было пробежаться. Я думаю, будет как-то так. Ну, сегодня, может, не успеем достроить. А вот там, на днях, так сказать, завтра, послезавтра, я думаю, будет готово. И вы уже посмотрите. Так, что я хотел выгрузить здесь? Что я хотел выгрузить? Библия, это я потом продам, заеду. Не буду сейчас что-то выгружать. Я ничего не хотел выгрузить. Дайте я хоть гляну, что у меня тут. Ну, как-то тут у нас было открыть. Проверить состояние. А, вот открыть. Да елки-моталки. О. Так. Это оружие продать. Вот. Вот это вот тушеные бобы. Здесь есть. Это я привез их выложить на базу. Тут есть квест. Ну, квестовое задание, скажем так. Периодически торговцы покупают различные вещи за доллары. То есть за там двойную, тройную цену. Вот, грубо, тушеные бобы, которые я привез сейчас на базу, они покупаются за гораздо высшую цену, чем они продаются на алтаре за гривны, а их покупает торговец, оружейник за доллары. Но покупает не всегда. Покупает, выскакивает сообщение, я сейчас покажу вам, к примеру. Я рацию нет, не отключил. Рыбалка, сейчас ничего не покупает, да, вот, сброяр. И тут сообщение там, привези мне там то-то, привези мне то-то. Покупают он шкуры там иногда так, а вот как здесь. Вот видите? Коллекционер, привези мне наган 1895. Вот ты его привозишь и получаешь вкусненькую сумму денег за это. Гораздо выше, чем при продаже. Так, и я отключу, наверное, рацию, чтобы нас меньше слышали. А не, включить, все нормально, у нас все отключено. Это были прошлые. Ну, для показа, как говорится, нормально будет. Холодильник. В ладосе мясо не портится, другая еда не портится. Ну, можно закинуть сюда и бобы, наверное, пока есть. Ох, тут мясо. Набили
Баранина, волчатина, оленина тут у нас, чего только нету. Да, это сюда мы скинем. Вот кейсы есть, которые вмещают в себя так довольно на 100, видите, слотов. Есть вот на 200 слотов кейсы. Вот эти вещи можно найти либо в бункере, только либо купить на алтаре. Это 50-й калибр патроны, которые лимитированные. Так, вот это пока сюда вкинем. Надо написать моему тиммейту, потом, если нужно будет, он будет когда играть, что можно брать, вести и продавать. Угу. Шикарно. Шикардос. Так, сели и поехали дальше. Заскочил я, показал базу. Теперь вы знаете, где я живу. На этом сервере. Поэтому мне нужно быстрее, как можно быстрее достроиться, да? Потому что вы приедете тут и будете пытаться нахулиганить у меня. Хотя тут все под кодовыми замками, поэтому под карлоками все. Везде кодлоки стоят. Сильно не похулиганить. Так. Давайте глянем на карту, где еще можно недалеко от нас. Где у нас еще тут недалеко есть замки? Да, вот есть, вот он замок, но он почему-то заколочен, не знаю почему. И еще где-то тут у нас клинч. Вот, поехали, наверное, сюда, ребятки. Поехали, съездим на этот замок. Посмотрим там еще, что у нас интересного есть. Далеко, правда, ехать. Но ближе, я, честно говоря, даже и не знаю, что еще можно. Или можно, кстати, сгонять на военочку. На ВМС. Может, на ВМС он проскачен? Посмотрим. Погнали, наверное, на ВМС. Съездим, посмотрим, что там есть. Это будет, наверное, поинтереснее. Замок вы так примерно уже плюс-минус увидели. А вот по поводу военки тоже будет интересно. Тем более она недалеко, ехать довольно близко, довольно быстро приедем. По оружию, опять-таки, оружие я собирать особо никакой не буду, потому как у меня уже все это есть. А то, чего нет, ну, это карточки, то, что продается за доллары. Если оружие будет находиться какое-то такое модовское, например, Скары, конечно же, я буду собирать. Ну, посмотрим. Ну и серия, как обычно, у нас час-полтора, одна серия. Будем идти, так сказать, по старой нашей схеме. Кстати, поезда, интересная вещь. Тут на этом серваке есть поезда, они тоже могут быть с радиацией, без радиации. Ну и, соответственно, там довольно неплохо можно полутаться по мебели. Там в поездах есть мебель и довольно хорошо. А зачем вы спросите лутать деревни, да? Ну, если все можно купить. Не все можно купить. Например, монтировку можно, вернее, нужно на монтировочка для вскрытия строительных ящиков. Но купить мы ее не сможем. Даже можно не пытаться. Искать ее только, либо покупать у игроков ее можно. Также можно еще найти на бункерах. Редкая штука. Здесь довольно... О, подлагало что-то у меня. Тут оно подлагало. Нигде нет у меня вертолетов упавших. Не дымит нигде. Вроде бы нет. Да в газ не улетел нигде. Ну, если влечу, у меня вроде бы PX есть, я уколюсь сразу. Это радейки, таблетки у меня есть с собой. Но не хотелось бы. То придется потом вещи ехать, не стерилизовать, а обрабатывать от радиации. Много тонкостей, много у сервера нюансов. Они все интересные. То есть, опять-таки, если вы зашли и поиграть именно
Показалось. Показалось, что ракета. Показалось, что показалось, да. Если вы зашли поиграть и насладиться игрой, этот сервер вам, ребятки, зайдет, я вам гарантирую. Если просто так посмотреть, побегать, ну, тоже как бы можно. Но этот сервер не для быстрой игры. Не так, что вот зашел, чуть-чуть там бах-бух и все закончилось. Тут сервер для исследований, для постройки баз, для большого прохождения по времени, нахождения здесь по времени, да, прям очень большого. И для этих вещей сервак прям подходит зачетно. Если просто так зайти посмотреть, ну, на ваше усмотрение. Так, ну что, дядька вояка, привет. Сейчас понабегут. Ну-с. Давай. Отлично. Все желающие? Не все. Клякса пропала после йода. Да, кстати, вот у кого-то была тоже клякса, только что пропала, когда обработал йодом. У меня такая же была история, я что только не делал. И PX колол себе, и таблетки от радиации ел, а была клякса, которая не пропадала. А потом мне один игрок порекомендовал, обработай, говорит, руки йодом. Ну, о, кто-то прибежал. Обработал, и все пошло как по маслу. Так, не будем рисковать. Где наш магазин? Магазинов, как видите, немало. На военках только военные зомбари, ребятки. Чтобы вы не беспокоились, что вы можете прийти на сервак и вас тут клацнут с 50-м калибром надо приходить. Нет, тут только военные. Насколько я знаю. Но это не точно. Вертолетик. Ох, кто-то уже бегает. Кто-то уже бегает. А шо ж ты, зараза, увидел, что я прибежал и убежал, а? Ну и ладно. Что, ты не слышишь, что тут кто-то работает? Смотри, какой умник. Вот такое, ребята, никогда не делайте. Ну, единственный, да, конечно, момент, если он зашел раньше. Это единственное. Если он зашел раньше, то да, конечно, чувак, не вопрос. Видите, он зашел и закрылся сразу. То есть там есть сейф какой-то, он уже знает, он пришел целенаправленно. Ну, мы тут с вами просто лутаемся. Смотрим, что здесь есть интересного. Ну, вот я не знаю. Ладно, не буду ее брать. Смотрим, что здесь есть интересного. Блин, чуть не пристрелил меня. Ёлки. Все. Чувак закрылся по-быстренькому. Привет, привет. Что ты тут? Привет. Все залутав вже? Понял. Он уже все залутал. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут интересненького есть. Покажу вам хоть что-то такое, с чем это едят. А, ну да. Так, но меня интересуют еще медицинские палатки. Видите, не успели и все. Но мне вот это вот, кто залутал, да. А у нас была куча всего незалутанного. Это еще то счастье. Не совсем похоже, что было тут все залутано, ребят.
Да. Ну хотя пооткрыто все, да. Вот видели, насколько он залутанный, да? И это такие чуваки, которые ходят по военкам и чисто собирают обычно. Не всегда, но обычно. Собирают ящики, скрывают там, где уникальный лут находится. То есть ему вот эти винтовки, которые я взял, они ему нафиг не нужны. Вы сами же видели, во что он там одетый и как он выглядит. Так, стопе. Вот это вот мне нужно. Респиратор химзащиты. Это нам надо. Какой шустрый. Да, на военке, конечно, побегать пришлось немножко, да? Помансить. Ладно. Да, залутано все, видите? Вот, ребятки, вот то, что я вам говорил. Давайте я вам покажу. Вот видите, сейфовая дверь, кодовая. Открываешь, заходишь, а тут вот такое вот добро. Под них нужны карточки доступа, ключи. Вот ключ лежит, к примеру. Это вот уже открыто, то, что я вам говорил. Ключ уже лежит. И тут лежит какой-то уникальный лут, вернее, он здесь был. Парнишка все это дело у нас забрал. Эх, ладно, но у меня все равно нет карточек доступа и ключей. У меня отмычка чисто. Давайте попробуем пробежаться, может быть, на Зеленую гору. Там есть один ключ наверху, но для него нужно, наверное, вот монтировка. Для чего я как раз и говорил вам то, что нужно... Стреляет, блин. Он меня не пристрелил. Он меня не пристрелил. Давайте пообшариваю пока. Может быть, какие-то эти самые инъекторы найду. Просто, к примеру, PX инъектор стоит 75 тысяч. Его как бы неплохо бы здесь найти. Посмотрим. Так. Ну, пока ничего вроде бы нету. Пока нету ничего. Что он здесь искал? Да. Да. Ничего интересного пока нет. Но раз он побегал уже здесь, я уже, наверное, обыскал. Дайте я вот зомби посмотрю. Может, какие-то ключи в них будут. Не судьба. Видите, сегодня народу много довольно играет. Побегать оказалось у нас не судьба. Вот этих мы перебили, я думаю, он их не обыскивал. Может, здесь что-то интересненькое и найдем. А может и нет. Так, ну, ладно. Ну, вот немножко деньжат нашли. Можно теперь еще рвануть в сторону Зеленогорска. На Зеленую гору заехать. И потом на военку или Зеленогорскую можно. Тут у нас ничего нету. Давайте сейчас загляну еще сюда. Тут ничего интересного такого нет. Не, ничего нет. Тогда дергаем дальше. Машина, ты тут на месте, надеюсь? На месте. Отлично. То мало ли. Пока я там ходил, занимался. Так, а чем я, в принципе, смысл мне ехать, если у меня нету ключей? Наверное, смысла никакого так и нет, да? На Зеленую гору можно поехать на сам Зеленогорск, на военку. Или можно поехать на нашу любимую, кстати, посмотрите прошлые серии, там куча серий, на куче серверов, где мы на этой Зеленой горе развлекались как могли. Да. Да. Да, ну ладно. Тут особо ничего нету. Надо было все-таки ехать на замок, да? Можно, конечно, ехать на... Нет, показалось. То, что мне кажется сюда. На другие замки. Но то, наверное, мы рейд сделаем моим тиммейтам. Погоняем по замкам, посмотрим.
и чего. А я потом вам это все дело нарежу и покажу. Это, наверное, будет поинтереснее. Поднасобираем там деньжат, подназаработаем. К торговцу оружием я поеду, наверное, не сейчас. Потому как туда пилякать и пилякать. Чтобы вам это не смотреть все это. Хотя, если интересно, пишите. Хотя, ребятки, как вам сервер? Пишите по вашим комментариям, по вашим отзывам. Нравится сервак, не нравится. Что нравится, что не нравится. Вообще, поиграли бы на этом сервере, потому что я вам рассказал, какой он, что тут у нас есть. Мы тут точно не на одну серию, не на две, даже не на три. Мы будем строить хорошую крупную базу, заборчиком обносить, много заниматься там выращиванием всего. Специализация, скорее всего, будет это каннабис, который продавать будем на тюрьме, потом торговцу. Искать будем торговцев в бункерах, еще находятся. Тут, как говорится, искать, не переискать. Поэтому, посмотрим. Так, я, кстати, сейчас заскочу все-таки, наверное, на Зеленую гору. На военку на саму. Вдруг все-таки там получится открыть отмычкой. Я не уверен, что это можно делать с этим ящиком. Но мало ли, вдруг получится. Давайте проверим. Мы все равно рядом с Зеленой горой. А на Зеленой горе находится ящик у нас наверху. Есть сейф внизу, который сейфовая дверь, которую я не открою. А есть ящик, он находится наверху, на самой вышке. Ну вот это вот дело, конечно, елки-палки, гляньте, база какая. Видно вам? Поехали посмотрим. Вот такого размера базы можно строить здесь. Гляньте на размер этой базы. Сейчас будет лагать, наверное, ребятки, если будет лагать, извиняюсь. Ну вот так вот, что-то типа того будем строить и мы. Тут 3 этажа можно строить, но как бы 3 этажа смысла нет никакого. Я не вижу необходимости трехэтажку выгонять. Первый этаж, как правило, для лута, для производственных каких-то нужд. Второй этаж для проживания. Ну, а третий этаж мы обычно делаем для выращивания каких-то культур. Там ставим теплицы, ну чтобы было просто все это более компактно, более удобно. Посмотрим. Тут зомбари гуляют, а? Бесхозные. Да, уже почти приехали. Сейчас на военочку сюда. Тут военка небольшая, но и довольно интересно. Сейчас заскочим, посмотрим, что здесь. А так на военках, да, есть лут, он ванильный лут. Ну и, соответственно, пока мне он не нужен. Вы уже видите меня, когда я уже, можно сказать, залутанный каким-то классным вооружением, для того, чтобы можно было нормально воевать. Если вы только появились, только на сервере, навряд ли вы пойдете по вот этому пути. Вы будете проходить классический путь. Это появился, пока купил какую-то одежду нормальную, купил какие-то вещи нормальные. Но я не стал это вам снимать по той причине простой, что этого добра у меня уже прям на многих серверах. Мы уже посмотрели, много где побегали. Там, если пересмотрите видосы, там куча этого добра. Куча, просто кученная. Тихо. Какой ты шустрый. А я ж без глушителя бегаю. Думаю, чё они все ко мне цепляются? А я же глушитель снял. Так, где-то вот только что был Шандарах. Ну, не надо мной. Где-то рядом был вертик, получается. Хелик и... Так, никого... Где-то тут. Еще один кадр. Плюс на этом сервере, что зомбари не выбивают двери, ребятки.
Зомбаки двери не выбивают. Медицину немножко возьмем. Дайте я полутаю чуть-чуть. Может, что-то хорошее найдем. Например, отмычку очередную. Или ключи какие-нибудь от какого-нибудь чемоданчика. Такое возможно? Или я прям уже губу раскатал? Ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Тоже ничего хорошего. О, какой-то рюкзачок. Там вон зомбарь аж прыгает. Через забор только что перепрыгнул. Бегает, прыгает. Так, это что у нас за вооружение? ПН-9, не знаю, такого не буду брать. Ну что, открываем. И где ты? Где ты, дружок? Ух ты! Ёлки-палки. Ёл, откуда ты взялся тут? Тебя ж не было. Так. Да, вот сейфовая дверь, видите? Закрытая. Но ключиков у меня тю-тю. Тю-тю на воркутю называется. Так. Надо таскать с собой, конечно, ключи, но опять-таки. Я все думал, вам показывать сервак, не показывать сервак. Да, думаю, ну если я играю на нем, почему же вам-то не показать? Правильно, вы как считаете? Я думаю, стоит поставить лайк, подписаться на канал. Наша цель, кто смотрит, давно уже знает. 1000 подписчиков — это та цель, которая сейчас стоит. По часам я уже говорил много раз, вы молодцы. О, видите, ящики открыты. По часам вы молодцы, смотрите очень много. То есть шикарно. Но вот с подписками у нас дела идут слабовато. Интересно, отмычкой тут отомкнуть-то можно? Наверное, нельзя, да? Отмычки, наверное, для других у нас целей. Так, где же ты? Вот она, отмычка. Давайте попробуем на 5. Закрыть дверь. Я понял. Не, закрывать мы не будем. А даже если я ее открою, у меня ж нету... Тихо. Опять где-то бежит. Ребята. Тихо. Капец. Откуда вас столько? Вас же тут не было в таком количестве. Мишка. Мишку, слышите? Еще и медведь прибежал. Ёлки-моталки. Сейчас мы сверху попробуем их навернуть. Мишка — это хорошо. Мишка — это шкурка. Мишка — это голова от мишки. Даже мясо брать не будем. Толку от него есть все равно нельзя. Продавать неохота. А вот шкура от мишки — это деньги, это доллары. Доллары нам нужны. Так, тут ящик был раньше. Да, ящик есть. Ну, навряд ли. Снять. А ну-ка, что снять? Да, ребятки, сейчас посмотрим, что нам тут преподнесет строительный ящик, который можно открыть, как оказалось. Сейчас пробуем. И что нам тут повезет в этом ящике найти? Главное, чтобы машину не угнали. А то у нас бывает такое, редко-редко, когда-никогда, но все-таки иногда бывает. Так, поврежденная отмычка, но она все-таки открыть. Вот, ключик, ребятки. Черный ключ. Секретные документы. Отлично. Какой-то камень, кристалл, карточка первого доступа и серебро. Отлично. Я, наверное, все-таки открою, вернее, вот это одену сюда. Слушайте, ну классно. Карточка доступа — это для вскрытия желтых таких ящиков. Это для вскрытия желтых ящиков, ребят. О! Есть хорошая вещь.
Это для конопли. Где у нас медведь? Орал. Как переляканный. Вон он. Он пропадет. Надо опускаться и снизу его валить. Или мы отсюда его завалим, а? Его, в принципе, отсюда вальнуть можно. Потапыч. Блин, ну сейчас шкуру только попорчу. Кто-то мне говорил, что мишку с двух выстрелов валишь. Я в него уже всадил, блин, не 2. Это нормально, так должно быть? Ладно. Давайте попробуем пуститься вниз. Убедили. Сейчас попробую мишку вальнуть прям хорошенько. Тихо, тихо, медведь уже внизу. А как он там оказался? Подождите, наверх выходим. Там же дверь я закрывал. А как он там внизу-то оказался? Ребятки, блин. А как же мне теперь спуститься-то, а? И гранаты-то у меня нет никакой. Ладно. Давайте я сюда подойду, может он выйдет. Так, ну это как бы очень интересная фигня. А как мне теперь... Как же мне теперь... Да елки-палки. Ладно, давайте попробуем так. Как он там оказался, непонятно. Но он вроде не убивает, он вырубает вроде бы и убегает. Если что... Попробуем повоевать. Может, он там не один был? А он в текстурах. Он не один, ребята. -1. Он тут не один. Ё-моё. Он тут не один, ребятки. Блин, я не знаю, что делать. От медведя так просто не убежишь. Тихо, 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 тихо. Тут прикол в том, что они бегают тут очень-очень быстро. Так, к этой стенке попробуем. Так, зомбаря мы грохнули. Мишка, выходи. Только не сзади. О, нифига себе, откуда он упал? Вы видели? Блин, я боюсь выходить. Ёлки.
Фу. Вы это видели? Это жесть это. Так, закрываемся. Да, неплохо мы заехали. Что я могу сказать? Молодчаги. Нашли ключи, нашли карточку, нашли ящик, открыли. Два медведя забрали. Это вообще шикарно. Это прям... Ну, мы, конечно же, их заруинили. Не, повреждена. Повреждена, ребята. Отлично. Я думал, мы... Ну, того медведя мы, наверное, вообще ушатали. Второго мишку мы, наверное, ушатали. Никого. Да, фу. Ёлки-палки, мне аж дыхание такое, знаете. Все, я нагулялся здесь. Я здесь нагулялся, я в машину хочу сесть. Ух, ёлки, готово. Нормально. Ну что, поехали отсюда. Поехали отсюда, посмотрим, что к чему. Так, сейчас с слегонца отъедем. Давайте отъезжаем. И, я думаю, посмотрим, что мы тут насобирали. Вот сюда сейчас подъезжаем. Супер. Так. Значит, тут мишки орудуют по полной программе, да? Лучше залезем наверх. Итак, что мы имеем? Серебро, 2 Библии, мозги есть у нас, да? Голова медведя, 4 шкуры медведя, 2 головы медведя. Ну, нормально мы поработали сегодня, могу сказать. Прям неплохо. Самое главное, что мы понаходили карточку. Карточка 1-го уровня доступа. Мы нашли с вами ключи. И мы не заруинили, я думал заруиним, не заруинили отмычку. То есть мы можем еще разок потом мотануться. Ребят, я думаю, для первого раза, для первой серии вполне достаточно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Был Феникс. Скоро увидимся с вами на этом же сервере. И пишите, нравится, не нравится вам, как зашел сервер или не зашел. Все пишем в комментариях. До скорых встреч. Пока-пока.